Рубрика «Шаг новатора». Сегодня я вас познакомлю с человеком, который собрал мега прикольную штуку. Этот чемоданчик способен позволить получить информацию, если кто-то откроет свой чемоданчик и нажмет красную кнопочку. Чемоданчик позволяет просто ряд функций взять на себя. Связь не только через интернет, но и радио, и не только. Сегодня мы познакомимся с Романом. И будет очень интересно. Если понравится ролик, контакты Романа будут внизу. И не забудьте подписаться. Ваша подписка заставляет нас еще интереснее создавать контент. Погнали! Is my new life. You teach me to see right. Your love is enough. Your love is enough. I can't contain all this joy that I found. Joy that I found. New mercy before me is taking new ground. Grace never ending has found me completely. What love is like this? 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 Роман Антон, 6 Анна Николай Леонид. Радио Анна 6, Анна Николай Леонид. Анна Николай Леонид 20 метров. Радио Анна 6, Анна Николай Леонид на приеме. Роман 5, Дмитрий Федор. Радио 5, Дмитрий Федор. Радио 5. Здорово, Роман. Как называется твой чемоданчик? Компьютеризированный коммуникационный комплекс «Узелок». Слушай, покажешь, расскажешь, что это за штука? Потому что выглядит она охренеть. Мне кажется, она даже, наверное, и мясорубку встроенную имеет, потому что здесь до хрена всего интересного. И, наверное, чайку может вскипятить. Мясорубки нету, не стал делать. А чаечек вскипятить можно. Покажешь? Давай сейчас сделаем обзорчик. Реально выглядит просто... Это не основная его функция. Давай сначала просто расскажу. Основное это не вскипятить чаек. Это компьютеризированный комплекс. То есть, во-первых, здесь есть полноценный компьютер. На последнем процессоре 8 физических, 8 виртуальных ядер. 32 гига оперативы, хорошая видюха, достаточно для моих целей. 24 дюйма экран, колоночки самодельные, чтобы получше звук получить. Приборчик, который показывает все электрические параметры, которые идут от аккумулятора. Аккумулятор там внизу, там вот синенький, покажи его. Вот здесь. Аккумулятор феррофосфатный на 55 ампер-часов, что хватает примерно на сутки работы компа. Ну или в режиме радиостанции активного поиска и вещания где-то часов на 6. При этом выходная мощность с радиостанции, которая здесь также установлена, порядка 300 Вт. То есть этого достаточно для проведения межконтинентальных связей, не говоря уж про местные связи. Беспроводная клавиатура, мышь, в общем-то, для удобства можно чем-то меньшим обойтись. Вот. Коммутатор Cisco для подключения каких-то проводных устройств сетевых. Bluetooth, Wi-Fi для подключения беспроводных устройств также может работать как точка доступа. То есть я могу сюда завести
нормальный интернет через свисток так называемый, USB-шный, и раздать интернет в радиусе метров 100 получается, чуть меньше. Я правильно понимаю, что я, по сути, с тобой сейчас могу связаться с любой точкой на планете без выхода в интернет? Да, да, это полностью автономный аппарат, который связывается точка-точка, то есть от меня, и второй человек с, может быть, более простой радиостанцией, более навороченной радиостанцией, не в комплексе все собранной, но он также может меня услышать, и мы можем сейчас даже на экране видеть вот эти вот полосочки. Это, собственно говоря, кто сейчас на одном из диапазонов работает. Диапазонов коротковолновых 9, есть еще ультракоротковолновый диапазон, на них тоже можем связаться с кем-либо. Ну, видно, что сейчас станций достаточно много, ночью их станет еще больше, когда народ и с работы вернется. Вот. Появится дальнее распространение радиоволн, появятся японцы, Карибский бассейн, Южная Америка, вот, Африка должна появиться. И можно еще в танки и в КС рубануться на этой штуке? Можно, да, это обычный полноценный комп с вполне нормальными характеристиками, с нормальным экраном и ничем не ограничен по производительности. Охренеть, а как долго можно вот непосредственно в интернете сидеть и на ютубе, например, разглядывать канал какой-нибудь? Это не существенная нагрузка для этого компьютера, как я и сказал, около 24 часов. А долго ты вообще собирал эту штуку и разрабатывал? Это узелок, правильно? Чемоданчик-узелок. Узелок, это мысль пришла, как сидел что-то дома, вот эти провода все раскиданы по столу, они меня достали, да еще и соседи что-то приставать начали, то, что ты нас облучаешь, еще какую-то ерунду говорить. Вот, я психанул, думаю, блин, все, сейчас бы вот собрать все это в узелок и уйти куда-нибудь в лес. Так, думаю, узелок. Ну и давай сделаю узелок. Тогда я занимался изготовлением аккумуляторов феррофосфатных. Это вот который здесь Да, непосредственно который представлен? здесь стоит, он собран еще где-то году в 17-м, 18-м. Даже, извини, перебью, Роман, но мне кажется, он не таким большим, хотя, я так понимаю, он довольно мощный, да, потому что питать всю эту систему, а тем более с полного заряда, насколько по времени хватает? Да, емкость его 55 ампер-часов. В общем-то, но его нельзя сравнивать с обычным свинцовым аккумулятором. И энергию, которую он накапливает, примерно в 4 раза больше, чем обычный свинцовый аккумулятор. То есть это эквивалентно 200 ампер-часовому свинцовому аккумулятору. У меня свои замеры были проведены в свое время, графики выложены во многих местах. Например, на Drive 2, особенно там было много это приведено. Максимальный ток около 1200 ампер. Точнее измерить не смог, приборов просто таких не было. То есть завести можно, в принципе, любой автомобиль, который питается, работает на 12 вольтах. Вот. Охренеть, то есть твой чемоданчик еще и машину может завести? Да, и не одну, и долго. На нем, в принципе, на этом аккумуляторе я ездил где-то месяца 3 ради тестов. Никаких проблем не было. Все нормально, стабильно работало. Слушай, прикольно. То есть, получается, мы можем сейчас воспользоваться интернетом, воспользоваться радио и, по сути, то есть, получается, связь с миром, вот если вдруг случится так, что кто-то нажмет какую-то кнопку, и связь во всем мире начнет плохо работать, и люди начнут искать возможность источника общения по разным каналам, выходит, что с твоим этим устройством спокойно можно в любой точке планеты попытаться выйти на связь с помощью интернета или с помощью радио. Ну, после нажатия красной кнопки, конечно, интернета не будет. Вот. А именно связаться с кем-либо, конечно, проблем не будет. Прикольно. Очень круто смотрится на самом деле. То есть ты даже колонки эти сам сделал, да? Да, колонки я сделал сам для получения минимального размера и максимально хорошего звука. А поскольку здесь есть УКВ, в том числе и диапазон радиовещательной УКВ, можно послушать на досуге радиовещательные станции, которые в УКВ диапазоне. А та же радиовещательная станция и на коротких волнах можно послушать, где перекрывает весь диапазон коротковолновый. Сколько весит сей агрегат? Потому что выглядит он довольно массивным. Весит он, к сожалению, пока много, потому что за массу я не боролся. Здесь можно сбросить очень легко, килограмм 5. Ориентировочно сейчас он где-то килограмм 15 весит. Офигеть.
Но я так правильно понимаю, что корпус у него выглядит, как будто это нержавейка. Нет, это алюминий. Алюминий, Да. а выглядит реально как нержа. Ну, типа, чтобы даже если уж человечество вымрет, чтобы твое изобретение дожило до новых, более разумных цивилизаций, которые Не нажмут кнопку красную. Да, совершенно верно. Да. Додумаются вообще не создавать кнопки всякие Да. и смогут найти твой чемоданчик. Ну, и- дожить нет, наверное, не доживет до новой цивилизации. Но вполне поможет выжить или как-то найти выживших в экстренных случаях. Больше, я думаю, он сейчас нужен тем, кто вот в лесу, в экспедиции всякие ходят, в аварийных случаях, там кто-то ногу сломал, там кто-то руку, да, нужно вызвать помощь через МЧС или какими-либо другими способами. Это, в принципе, вполне поможет. Также можно основное, что получилось в 2020 году, как полностью автономное рабочее место для удаленки. То есть, в принципе, здесь есть все, что нужно для работы. Так, сейчас я столик сдвину аккуратненько, вот, чтобы показать. Материнская плата здесь формата ITX. Маленькая, но очень насыщенная, функциональная, очень хорошая звуковая карта. Здесь много USB разъемов, вполне мощная для всего этого. Питается от преобразователя от 6 до 36 вольт, можно подавать на компьютер, он будет работать. Вот, собственно говоря, сам прием-передатчик. А это согласующее устройство, которым я никогда не пользовался. Ну, смонтировал на всякий случай, если любой случайный кусок провода вместо антенны подключить. Подожди, я чайник, я вообще не понимаю из того, что ты рассказал. Ага. Я правильно понимаю, вот этот вот блок ты поставил с запасом, а его функция какая? Нижний? Да. Нижний согласовывает случайный кусок антенны с радиостанцией, чтобы максимально громко меня услышать. Это очень... То есть, Грубо. по сути от любого куска провода можно будет, да, получить? Да, для этого и рассчитано. Любой кусок провода подключаем, вот, Прикольно. и будет радиосвязь. Слушай, интересно. Сумочка для всякой мелочи, там переходнички всякие, мелкие разъемчики. Вот. Ну, типа, чтобы и телефончик зарядить, да? Нет, да, проводочки здесь и USB-шные, да, на все переходники у меня здесь, на все разъемы есть переходники, то есть можно подключить к компьютеру. Сейчас я обратно это поставлю, чтобы показать. Здесь выведен USB 2 разъем и 2 USB третьих разъема, то есть можно подключать любые устройства там для зарядки. Давай. Она мне не особо нужна, но я ее вывел именно, чтобы зарядить телефон, сигаретку электронную. Ну, То есть можно в лесу и... диски какие-то, флешки, не знаю, тот же USB-шный свисток 4G подключить, или тот же телефон, чтобы интернет был на чемоданчике. Сейчас, под слабый. Ольга, да? Ага, кто-то есть. Добрый день, пятерка-девятка, Павел, недалеко от Пензы. Пенза. Ну ладно, Пенза так Пенза. Пенза на связи? Нет пока. Да, Юр, принято великолепно. Спасибо, Юр, за QSO, вопросов нет, 73, до свидания. Нет, они кого-то Я зовут. радио Костя, 4, Федор, Дмитрий, всем. Роман 5, Дмитрий и Федор. СКР 5, Дима, Федор, 5-9, Павел, недалеко от Пензы. Павел, доброго дня. 5-9 плюс 20, очень громко. Роман, полевые условия. 22 километра на восток от Кремля, на приеме. Понятно. Р5, Дмитрий, Федор, после позывной бездробье, все. Дроп Павел, да. Дроп, Павел, все, я сейчас вас пометочку делаю. Спасибо. Давай попробуем Челябинск позвать. 7-3, пока. Роман 5, Дмитрий и Федор, дроп Павел. Ты ногой нажимаешь? Да. Офигеть. Оператор Александр, вблизи города Челябинск, РДА, центр Борис, 43. Правильно понимаете? Роман 5, Дмитрий и Федор, дроп Павел. Роман 5, Дмитрий и Федор, дроп Павел. 5-9, принимаю, великолепно. Роман 22 километра на восток от Кремля. Тоже полевые условия, прием. Роман, все прекрасно получено, все прекрасно. Роман 5, Дмитрий, Федор, Дрозд, Павел, здесь радио 8. Полевые условия это типа, когда находишься Вот так вне офиса. Да. Вне дома, вне офиса, питаешься без аккумуляторов и не используешь фиксированные
Да, принято шикарнейшим образом. Здесь NSDR2 работает, аккумулятор 55 ампер-часов, где-то 300 ватт на выходе. Вертикальная дельта этого диапазона 10 метров вершины, 4 метра нижняя сторона, запитана четверть от вершины. Полноценный комп, и все в одном чемоданчике запихано. Узелок на приеме. Роман 5-9 в Болгарии. Болгария? 41. Болгария позвала, сейчас, подожди. Болгария, я радио 5, Дмитрий Федор. Роман 5, Дмитрий Федор, дробь Павел. Наверное, ушел. Роман 5, Дмитрий Федор, дробь Павел. Роман 5, Дмитрий Федор, дробь Павел. Роман, привет, здесь Люба Зоя 2, Харитон Роман. Ага, Люба Зоя 2, Харитон Радио. Роман 5, Дмитрий Федор, дробь Павел. Приветствую, отлично. 5-9 плюс, Роман 22 километра на восток от Кремля, в лесочке. Дробь Павел, на премия. Да, все прекрасно, очень хорошо слышу вас, Роман. 5, 8, 5, 9, хороший сигнал, хороший уровень. Христо меня зовут, Христо мое имя. Как в Рома, слышу вас. Точно, Христо, вот с именами у меня проблема. Все, вспомнил. Неоднократно встречались в эфире, рад очередной встрече. Все отлично, все окей. Хороший уровень, хороший сигнал. Антенка низкая, вот работаем с чем есть из лесочка. LZ2HR 5DF на премии. Мощность 300 ватт. 300 ватт, КУ 506 работает на премии. О, Big Gun. Ну, хорошо, все прекрасно работает. Ну, спасибо, Роман. Будь здоров, много денег, новых встреч. Да, Христо, принято, принято. Ага, базовка принята. Ну, поэтому, в общем-то, относительно негромко я воспринимаю. Тем не менее, связь есть, все стабильно, станцию не мотает, все хорошо, слышно. Отлично. Жму руку, спасибо за QSO, буду рад слышать. Пока-пока. Роман Василий 3, Что ты делаешь? Борис Василий. Анна Борис Василий, шикарнейшим образом. 5-9, Роман, деревня Марусина, 22 километра на восток от Кремля. За деревню вышел в лес, полевые условия на премии. Да, Роман, добрый день, великолепно. 5-9 плюс 5, качество отменное. Владимир Малахов, Конопрена. Дробь Павел, всем. Ага, тоже полевые условия. Радио 2, знаки вопроса. Роман 5, Дмитрий Федор, дробь Павел. Хорошо, слышу, 5-8. Роман, деревня Марусина. Это 22 километра на восток от Кремля, полевые условия в лесу, на приеме. Ага, принято, Сергей. Борис, Харитон, Анна. Хорошо. Добренько, все. Станцию немножко мотает, видимо, близкое слишком расстояние. У нас получается интересный проход. Очень сильные резкие замирания. Все, жму руку, Сергей, буду рад слышать. 73, пока-пока. Обычно выходишь и ищешь по диапазону, кто там между собой разговаривает, там в соревнованиях сейчас работает, да? Чтобы найти кого-то свободного, провести радиосвязь, не найдешь. Сейчас позвал одного, Болгария позвала в сторону, отошли и навалились толпой. Наверное, 10 связей прям вот подряд проводили. Это я еще просто бросил. А так бы там наверняка еще подходили станции. И я вспомнил, что не запустил аппаратный журнал, куда заносятся эти радиосвязи, чтобы потом можно обменяться было открытками, так называемыми QSL-карточками, которые подтверждают радиосвязи. Вот. Они обычно красочные, красивые, содержат полную информацию о времени, дате, диапазоне проведения радиосвязи, очень полная информация о том, что радиосвязь была. Вот. И это является официальным подтверждением радиосвязи. По этим карточкам можно выполнять дипломы, да и просто они красивые на самом деле. Вот. Они есть Покажешь, они есть у тебя? Да, покажу чуть позже. Они дома у меня, естественно, я с собой их не стал брать. Есть в электронном виде, есть бумажные. В общем-то, народ и так обменивается. Ты мне сказал, что у тебя эта штука может заряжать все подряд. У меня реально телефон севший. Сейчас, подожди, ты покажу. Вот, видите? Вообще одно деление. Да я что-то USB-шку взял и воткнул. Ну, стой, подожди, мне телефон не нужен, давай в USB воткнем ты и все. Заряди-ка, покажи-ка. Да я же тебе показывал, тут USB разъем 3 штуки.
обычная. Точно. Все стандартное. Зарядка пошла. Кидай его сверху, да, пускай заряжается. О. Так, что еще рассказать-то? Че, давай чаечку скипятим что-то. Специально для чая, для бутылок, чтобы случайно не опрокинуть в аппаратуру горячий чай или пиво, если захотим. Вот. Здесь стакан также закрывается при переноске, чтобы ничего не пролилось. Вот. Ну и как второй стаканчик можно его использовать. Кружки я взял, так что все, наливаем воду, достаем кипятильник и начинаем кипятить. На всякий случай сполосну. Выложил в сумочку. Если что, для кипятильничка есть удлинитель где-то метровый. Вставляем кипятильник, ставим столик на место и, собственно говоря, запускаем. Все, ждем, пока он нагреется. Реально выживать можно с таким устройством. Буквально 5 минут, и он закипает. Вот здесь хорошо видно сбоку. Как активно у тебя эта штука. То есть, в принципе, спокойно можно через 5 минут наслаждаться горячим чаем Да, пар уже и идет. общаться с Хотя бы внешним жарко. миром. Сейчас дождемся, когда прям забурлит он, но чай заварить можно уже. Ну где-то там тоже видно хорошо. Вот отсюда. Position barefoot position or 100 watt. Ну, чик, готово. Пакетик чаю. Okay, no other user, weather is hot, Опаньки. going to connect to the aviation type headset with Ну и, конечно, какой чай может быть без юбилейников? Их, в принципе, в лесу собирают в июле, ну, в конце июля, в начале августа. Юбилейники с чаем очень довольно хорошая вещь. Так, ну их легко найти, они обычно вот, где старые какие-то коряги есть. А, вот, смотрите, юбилейники. Вот, как раз с ночи проросли. О, еще юбилейник. Видите? Вот, если к чаю у вас нечего будет употребить, ищите в лесу юбилейники. Народ, если вам интересен узелок, вот этот многофункциональный чемоданчик, контакты Романа будут под этим видео. И, кстати, его кружка гласит как раз его никнейм, или как правильно это? Позывной. Позывной Да. на Он- радиочастотах. То есть, если вы вдруг увлекаетесь радиочастотами, там, общением по радиосигналам и так далее, и вы вдруг услышите R5DF, Роман, знаете, это вот Роман. Спасибо вам за просмотр. А если вы вдруг тоже оказались каким-то изобретателем, и у вас есть какое-то интересное изобретение, которое вы хотели бы показать, пишите мне на почту, она где-то вот здесь вот появится, и я с вами свяжусь, и мы снимем обзор на ваше устройство. Спасибо за просмотр. Спасибо, Роман. Прикольный чай. Блин, прикольно, горячий Как раз вот, чаечек. да, остал. За 5 минут. Не успел остыть, да. Вообще 5 минут. Блин, Ну, нормальная штука. ароматный. А она квартиру умеет убирать? Я подумаю над этим. Ладно, подписывайтесь. Кондиционер еще осталось. Если вы чепечку сюда. Подписывайтесь. Пока-пока.